Парам, расскажи зрителям, как ты себя чувствуешь. How do you feel? Okay, no, normal. Ну, вы слышите по голосу, что еще не совсем окей. Привет всем, друзья! Вы на канале «Замуж в Индию». Я сейчас с утра пораньше отправляюсь Артура отводить в школу. Сейчас Параму, слава богу, легче, но еще не в таком состоянии, чтобы преодолевать каждый день по 10 километров. И эта участь сейчас достается мне. Часто приходится идти под дождем, поэтому мы сразу вот надеваем на себя плащи, беру зонт. Сейчас, слава богу, дождя пока нет, чуть-чуть моросит, и я постараюсь вам немножечко поснимать эту красоту, эту природу. С одной стороны, мне очень тяжело, но с другой стороны, очень красиво. Сейчас я вам постараюсь все это показать. Каман, Артур! Ребята прощаются в тумане. Посмотрите, какой густой туман опустился. Станцию даже не видно. И мы сейчас будем вместе с Артуром пробираться сквозь него в любимую школу. Вот, кстати, киоск, который я недавно вам показывала. Обезьяны обокрали. Посмотрите, сколько тут всего. Кстати, тут очень хороший выбор. Вкусное печенье, разные тортики и даже вот стоит кофемашина. Я думаю, это очень выгодное местечко, потому что здесь всегда много народа. Люди отсюда отправляются, собираются здесь и, естественно, пока ждут поезда, могут успеть проголодаться. Ты сейчас будешь есть, сынок? Ничего себе, обычно он по утрам без аппетита. Такую вкуснятину продают в этом киоске, что Артура аппетит прорезался. Бетти намекает, что ей тоже хочется. На, кушай, красавица наша. Многие собаки здесь как раз и прячутся от дождя. И собаки, и обезьяны. Вот еще, смотрите, свернулись калачиками песики и спят, мои хорошие. Сейчас придут хозяева, откроют эти киоски. Куда же вы пойдете, а? Такой, смотрите, думает. Вот, ребята, пошел дождь. Открыли дополнительную защиту, зонты. Я тоже иду под зонтом, чтобы камера не намокла. Вот эта вот девчонка тоже заинтересовалась. Говорит, о, ты снимаешь видео. Пришли мне, пожалуйста, линк. Тоже хочу посмотреть. Ничего этот плащ не согревает. Что ты брешешь? Я говорю, Артуру, когда дождя не было, говорю, надевай плащ сейчас. Он говорит, так дождя нет. А я говорю, так он мало того, что от дождя, он же еще и согревает. Говорит, ничего не согревает. Вот еще, друзья, хотела вам показать обезьянок. Смотрите, как они прижались. Тут целая семья под крышей, чтобы на них дождь не попадал. Ой, какие это они такие грустные. Они, наверное, еще спят. Ты посмотри, такой злой. Так смотрят на меня, боже. Ну все, ладно, спите, ребята, спите. Давай, Артур говорит, давай поучим таблицу умножения. Ребята, а вот эти вот мешки на улицах у нас не случайно, это не мусор, как многие могли подумать. Они служат как плотина. Все, они направляют или задерживают сильные потоки воды.
Я в самом начале, как начались дожди, думала, что будем ходить как-нибудь через день, грубо говоря. Думаю, наверное, никто особо ходить не будет. Так нет, друзья, у Артура в классе каждый день абсолютно все дети приходят. Я как-то у мамочек спросила, говорю, а вы будете, вот если будет прям сильный-сильный дождь с грозой, вы будете отводить своих детей? Они говорят, да, конечно. Ничего, надели плащики, зонтик в руки и пошли. Видите, конь в плаще, а на коне дети в плащах. Ну все, ребята, слава богу, отвела ребенка, бегу обратно. Ну и обратила внимание, что опять полная посещаемость, то есть абсолютно все дети на месте в классе. Вот единственное, что родители чередуются, как мы, впрочем, вместе с Парамом тоже чередовались раньше, до его болезни. По утрам чаще всего детей отводят папы, отцы, а уже забирают мамы. А мне сейчас получается и утром, и вечером. Сейчас прибегу домой, у меня где-то будет 3 часа на то, чтобы собраться с духом, приготовить обед и опять побежать за Артуром. Ну вы, друзья, только посмотрите, какая красота. Такое впечатление, что это лес из сказки. Ради этого стоило проделать такой длинный путь. Я каждый раз хожу и наслаждаюсь, особенно после того, как отведу Артура. Остаюсь сама с собой наедине с этой чарующей природой. Слушаю пение птиц, шум дождя. Ну просто, если бы я была поэтом, я бы сейчас стих сочинила. Смотрите, пришла Артура забирать, уже дождя нет, зато вокруг туман. Вот эти вот все женщины, это тоже мамы одноклассников Артура. Утром были папы, сейчас мамы. И они, кстати, очень довольны таким времяпрепровождением. Сидят, воркуют, хохочут. Ну а что им еще? Дома только кушать, готовить, убирать, да посуду мыть. А так можно погулять, такую красоту посмотреть. И, конечно же, пообщаться. Ого, very big. Почти каждый день у нас вот такое вот развлечение. По дороге встречаем змей, останавливаемся всей гурьбой, кто-то фотографирует, такие, как я, снимают на видео. Ну, я думаю, что через недельку уже никто такого ажиотажа уже во всяком случае не будет, потому что это уже настолько станет привычным. В сезон дождей очень много змей. Чуть попозже они будут просто под ногами ползать, что надо будет обязательно смотреть. Артур, может, пойдем уже? Отдохнул? Да, давай. А что на обед, а? Подождите, облизывается еще, боже мой. Комедиант. На обед сегодня я приготовила, пожарила рыбу, картошечку пожарила и сделала еще очень вкусный салат. Я даже не знаю, как это правильно назвать, не салат. Тушила синенькие с помидором, с морковкой. То есть у нас вообще обычно на родине такое закрывают в банках, консервация. А здесь я готовлю. Сейчас, вот знаете, вот как-то вот сейчас такой период здесь, как зимой у нас. Хочется именно вот таких вот каких-то, как консерваций. Ну что, Артур, доволен таким меню? Очень. А?
Очень. Очень. Ой. Видите, я сейчас прям как индийская женщина. Забираю ребенка, привожу, обед, ужин, завтрак готовлю. Кстати, индийские женщины не очень вообще на самом деле все это любят. Они, конечно, хозяюшки хорошие, но в душе они, так же, как и любая женщина, хотят чего-то другого от жизни. И, ребята, это я знаю от них. И так вообще не каждая индийская женщина в этом признается. А вот с ней у нас, более или менее такие откровенные разговоры, она мне доверяет и рассказывает о том, как ей уже надоело. Артур, дай, пожалуйста, зонт. Постоянно готовить, причем я готовлю только на себя и на Артура, чуть-чуть иногда для Парама, а она готовит для огромной семьи, для мужа, для его родителей, для его брата, для брата жены с ребенком. В общем, представьте себе, каждый день на такую толпу наготовить, и она так радуется. Она вот мне иногда рассказывает, когда вот Наташа, я вот собираюсь скоро поехать к своим родителям. Иногда периодически у нее родители живут в Мумбаи, она к ним приезжает на 2-3 дня. Это для нее такое счастье, она прямо аж светится. Я говорю, а что ты так? Ну, во-первых, естественно, увидеть своих родных, а во-вторых, она говорит, ее мама так любит, что она вообще не готовит. Когда она приезжает, там они иногда собираются вместе, там сестра тоже приезжает, которая тоже замужем к родителям. И в такие дни готовит им мама, а Ниха вместе со своей сестрой развлекается. Ребята, только хотела вам поснимать красоты, какой таинственный у нас лес, просто сказочный. И вот уже слышу, я думаю, вы тоже слышите, Артур, не кривляйся, слышу приближение дождя. Сейчас надо бежать. Побежать. Прятаться под зонтиком. Ага. Ну и самое главное, прятать телефон, на который я сейчас снимаю. Смотрите, наш Халим забрался высоко на дерево, снимает иллюминацию. Сейчас она уже не нужна, потому что идут постоянно дожди, так что надо как можно быстрее это снять. Ребята помогают. Насим, Хусейн и вот еще парень по соседству, Шикумар, который я вам говорила, что он у нас... Он работает в другом отеле, но постоянно ошивается, извините за выражение, у нас. Смотрите, как интересно. Боже мой. По-моему, он не профессионал. Ой, все, сняли. О, герой, hero. Никто из них не захотел лезть на дерево. Они немножечко, знаете, над Халимом издеваются иногда. И даже вот его называют все не Халим, а что-то. Это обозначает не как малыш, малой. То есть такая вот у него как кличка. А самый главный у нас, конечно же, вот кто. Насим? Насим, да, Артур подсказывает. Да, Насим самый главный. А вот этот вот что-то, этот Халим, родственник Насима. И Насим за ним, как можно сказать, здесь приглядывает. Я уже говорила, специально его сюда устроил, чтобы следить за тем, чтобы он всю свою зарплату отдавал в семью, отдавал жене, то бишь сестре Насима. Контролирует. Сынок, расскажи зрителям, где наш папа? Так вы не знаете, он болен. Он не в состоянии. Вы поняли? Он не в состоянии. У него только одно в состоянии. Спать, есть, смотреть телевизор и играть со мной. Ну все, господи, Артур. Вот еще, ребята, прелести сезона дождей. Как приятно сейчас вот так вот расположиться рядом с мангалом и вдыхать запах шашлычка. Очень приятно. Многие у себя дома просто их даже без шашлыков разжигают для того, чтобы освободиться от сырости. Ну, а мы решили еще и шашлычков пожарить. Парам захотел. Very big fire. Да сейчас же, господи, сейчас же ты все мне спалишь. Насим, we must do something. Very big fire. Не? Все нормально? Все под контролем? Вот еще смотрите, на запах, наверное, налетели. Калим, который сейчас работает в отеле по соседству. Он, кстати, Калим Кхан. Это родственник нашего Насима. Кто не знал, Халим, Калим, это все родственники. На Сматеране одни Кханы. Приехали из штата Юпи сюда работать.
Сидим такие, слушаем шум дождя. Артур, тебе нравится? Ну да. Да, мне только одно не нравится, что эти чиканы уже подгорают. Да, Артур очень ответственный парень, он переживает. А я тут о романтике. Уже хотела сказать, что да, друзья, нет, у природы нет плохой погоды. Всякая погода благодати. Даже в такую погоду можно найти какое-то для себя удовольствие, счастье. Вы видите, Артур уже снимает пробу. Ну расскажи, сынок, как тебе? Я еще не почувствовал. Вот сейчас только почувствовал. Ну, для первого раза, конечно же, сойдет. А уже для 4-го и 5-го, ну, такое не сойдет. Надо уже, думать. Надо будет постараться, да, в следующий раз. Представляете, какой Артур. Вот, ребята, а где мы сейчас находимся? Это рядом с жилищем нашего хозяина отеля. Вот видите, за этими стенами находится, ну, можно сказать, его полноценная квартира. Там 2 комнаты, спальня, зал, душевая, туалет. И он там в основном живет всегда сам. Но сейчас, так как он на пенсии, он стал чаще ездить в город, где находится его квартира, и там живет его жена. Вот с женой они не очень часто видятся, но это, знаете, типично. Это в Индии очень часто такое встречается, когда мужья и жены живут практически отдельно. Мне кажется, что Артур сейчас съест всю первую партию. Да, вот так вот хотела еще по поводу хозяина отеля сказать, что я бы лично на его месте после пенсии там бы постоянно бы и сидела в той замечательной квартире в городе. Ребята, мы там были когда-то в гостях, я даже на видео снимала, такая классная, то есть там целый жилой комплекс, так уютно, красиво. Ну и город вообще сам по себе, Пуна, очень хороший такой, знаете, цивилизованный, чистый, климат там отличный. Но нет, он через пару дней приедет и будет здесь уже сидеть не Артур, а он вместе со своими друзьями. Обычно к нему приходят каждый день там человек 5, а то и 10, и они часами сидят, болтают, чаи распивают. А пока что мы наслаждаемся. Устроили сегодня пати, вечеринку. Видите, а ребята себе приготовили другой маринад, более острый. Я добавила в свой специальную специю для курицы, для барбекю и йогурт. А они там, наверное, нафигачили всего поострее было. Видите, аж красное. А, вот еще, смотрите, кокос. Очень вкусно. Вот такой вот печеный кокос. Мы его тоже поджарили на углях. Артур оценил. И ты довольная, Кися? Свет, видите, при вас дали. То отключают, то включают. Вот так вот и постоянно у нас и для холодильников. Это, конечно, вернее, для продуктов, которые находятся в холодильнике. Это очень вредно. Представьте, сейчас выпроваживаем своих гостей отеля. Как они пойдут, я не знаю, в такую погоду. Это ужас, это такой ливень. Льет, как из ведра. Не позавидуешь. А у нас сегодня, слава богу, выходной. Наконец-то. You like? А? О, я тут им сочувствую. А они, оказывается, специально сюда выбрали время приехать именно в сезон дождей, потому что они сейчас наслаждаются этой погодой. Видите, я все-таки... Ну, не мое это, не мое. Сезон дождя – это не мое. Я стараюсь получать удовольствие, стараюсь находить какие-то моменты, какие-то плюсы, но все равно, ребята. Вот эта вот погодка не мое. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.